Приветствую! Я решаю немного разнообразить канал контентом, и как вы видите, сегодня у нас тир-лист всех боссов первой главы в Дельтарун. На всякий случай скажу, что если какой-то босс стоит низко в тире, это не значит, что он плохой. Это просто значит, что для меня тот или иной показался лучше. А также это чисто мое мнение, и это нормально, что оно может не совпадать с вашим, поэтому я без лишних слов начинаю. Первая глава не очень богата на яркие сражения, но и привлекательных персонажей тоже хватает. А начнет мой тир Лансер. Я, честно говоря, не знаю, как его оценивать, ведь независимо от наших действий проиграть ему невозможно. Все же это самое первое сражение в игре. Но за то, что я в принципе обожаю Лансера, и то, что у него просто шикарное вступление, я поставлю его в тир «Сойдет». Оценивать манекен? Ну... Скажем так, я не буду это оценивать, поскольку это обучение. Далее идет Дамка. И честно, это, наверное, первый серьезный противник, к которому нужен особый подход. Для начинающего может доставить проблем. Мне нравится деталь, что пока Рейси пытается найти способ победы, Сьюзи все портит тем, что постоянно атакует, показывая игроку, что не все можно решить насилием. Что я считаю очень правильным посылом. А потому Дамка отправляется в тир средний. Дальше мы попадаем в лес и сталкиваемся с Крестией, или Трефой, или Клевер, неважно. У нее имеется интересный способ победы, что надо угадать, на какие темы Крестия любит разговоры, и узнать об этом можно у одного из NPC. Но думаю, это мало поможет в сражении, ведь об этом еще нужно будет вспомнить. Плюс данный бой практически никак не влияет на дальнейший ход истории, так что не очень. Стычка со Сьюзи и Лансером после того, как они выбросили на помойку наши старания по созданию машины для надирания наших же задниц. Данный бой показывает то, насколько Сьюзи сблизилась с Лансером, ведь после поражения, когда Лансер отказывается драться, Сьюзи прекращает тоже и возвращается к нам в команду. Бой несложный, но показывает взаимоотношения Сьюзи и Лансера, поэтому тир средний. Дальше у нас небольшая стычка между Сьюзи и Лансером. Стычка, конечно, эффектная, но проиграть здесь невозможно. Поэтому ставлю на не очень. Только из-за того, что это чертов скрипт, где понемногу раскрывается характер Сьюзи. Вторая встреча с Дамкой, и на этот раз Сьюзи слушает наши команды и даже предлагает свою идею по поводу того, как одолеть ее. За что ты так с моим мальчиком? Но на этом в принципе и все отличия, поэтому отправляется тоже к средним. Дальше я, возможно, разозлю некоторых фанатов, но это чисто мое мнение. Поэтому Джевил, первый секретный босс игры. К сожалению, для меня лично это худший секретный босс. Но поскольку секретных боссов в принципе тяжело оценивать, ведь они, в отличие от предыдущих, не обязательны, так что буду оценивать как-то. За что могу похвалить нашего шута, так это за разнообразие атак, а также за весьма полезные награды в обоих версиях победы, что неплохо помогает в дальнейшем. Но бой весьма и весьма сложный, оттого и награда высока. Однако предыстория персонажа не очень ясна.
Да, он связан с рыцарями, темными делами, но играет ли это роли в развитии основной истории? Сомневаюсь, поэтому я поставлю Джевела в тир «Отличный». И у нас остался финальный босс первой главы — Король Хаоса. Лично я считаю, что короля очень сильно недооценивают. Да, он как персонаж никакущий, но в этом и его прелесть. Он буквально олицетворение зла и жесткого тирана. Ой, то есть это жестокого тирана. Да, победить его несложно из-за наличия скиллов, но стоит отметить креативность некоторых атак. Но в целом для меня он как босс отличный, но как персонаж... Да кого я обманываю? Он забавный, но выше чем хороший я поставить не могу. Вот такой вот выдался тир-лист. Думаю, на этом я и закончу этот ролик, потому что проходить все это добро тот еще геморрой из-за продолжительности самой игры и Джевела. Ролик пробный, поэтому он такой короткий, так что обязательно напишите, желаете ли вы видеть продолжение тир-листа и желаете ли вы вообще видеть контент по Дельтаруну. А на этом все, пока.